Всем привет, с вами Татьяна. Сегодня мы свяжем крючком накладной карман для сумки шопера. Такой шопер можно связать по моему мастер-классу. Ссылочку я вам оставляю на него в описании и подсказочку в правом верхнем углу. В мастер-классе такой шопер у меня двухцветный, то есть он идет половина черный, половина серый, по-моему. Этот вариант вязала не я, это вязала моя мама по как раз моему мастер-классу. И, как видите, он однотонный, и мне он показался очень скучным, поэтому я решила добавить такого контраста, да, за счет кармана. Карманчик у меня будет серого цвета. Это пряжа Бугетта Пипи Макраме Тай-Дай. Ссылочка на продавца есть в описании. Шопер связан из нее же. Это шнурочек полипропиленовый толщиной 2,5-3 мм. И крючок я использую номер 4. Ну что ж, я буду приступать, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем приятного просмотра. Итак, вязать кармашек я буду прямо от самой сумки, чтобы потом мне его не пришивать. И посмотрите, я уже обозначила нижнюю часть, с которой буду начинать. Здесь у меня между маркерами 21 сантиметр. И вот если вот так померить, то от боковушки до маркера 10 сантиметров. И с этой стороны тоже 10 сантиметров. Так, и еще от донышка до маркера 5 сантиметров. Здесь у меня 7 рядочков от донышка. Итак, для начала сделаем установочный ряд, состоящий из соединительных столбиков по низу кармана. Так, да, обязательно оставьте вот такой вот отрезочек, ну, можно даже побольше, ну, где-то примерно метр, для того, чтобы потом этим отрезком пришить боковушку кармана. Так, смотрите, ниточку я располагаю внутри и так, начну вот отсюда. И выведу петельку наружу. Ввожу крючок вот сюда, между петлями следующего ряда. И провязываю соединительный столбик. Точнее, нет, ряд-то у нас один и тот же, у нас же это все вязалось по кругу. Ну, в общем, вы поняли. Так, провязала цепочку до следующего маркера. И здесь оставляю такую же ниточку, как на противоположном конце. Все, вот этими концами, вот этим и вот тут, который внутри, я потом буду пришивать карман по бокам. Теперь беру ниточку и от этой косички начинаю вязание. Вводить крючок буду в одну полупетельку. Так. И сумка у меня вязалась обычным столбиком без накида, узором крестик. Вот таким же узором буду вязать и кармашек. Так, здесь у меня воздушная петля подъема и первый столбик провязываю в эту же петлю. Так, это не прибавка, это именно вот первый столбик, это он считается первой петлей, а воздушная петля это для подъема. И далее в каждую петельку провязываю столбик.
Так, узор крестик, напоминаю. Крючок мы заводим на ниточку, вот так вот сверху подхватываем нить. И хвостик при этом сразу ввязываем. Так, довязала до конца косички, и теперь поворачиваю вязание. Воздушная петля подъема. И вяжу столбики без накида за обе полупетли. Все, теперь вот таким вот образом поворотными рядами я вяжу весь карман до необходимого размера. Так, вот что у меня получилось. Кармашек у меня высотой 17,5 сантиметров, ширина 22 сантиметра. Так, теперь, смотрите, я вот эти ниточки обе убрала внутрь. И сейчас буду пришивать кармашек крючком. Но крючок я взяла на пол размерчика меньше, чем тот, которым вязала, чтобы было легче его вводить в петельки. Так. У меня есть вот такие вот булавки для вязания. Я сейчас карман приколю этими булавками, чтобы он у меня не съезжал в процессе пришивания. Вот примерно так. Теперь беру крючок, внутри держу ниточку рукой. Так, это, наверное, уже снять можно. Так, и теперь, смотрите, ввожу крючок только не в то же самое отверстие, да, из которого у меня вот здесь вот эта ниточка выходит, а где-нибудь рядышком. Так, ну вот сюда, в принципе, можно. Вот одну петельку. Вот здесь вот отступаю. Внутри подхватываю ниточку и вывожу петлю. Теперь, так, теперь подхватываю на первом рядочке самую-самую крайнюю петельку, которую только нашла. И ввожу крючок, ну вот в этот же ряд, да, на сумке, между рядами точнее. Внутри подхватываю петлю и здесь провязываю столбик, соединительный столбик. Дальше ввожу крючок в следующую петельку, в крайнюю петельку следующего ряда и также в сумку. Соединительный столбик. И таким образом подхватываю каждый рядочек и пришиваю. Так, следим, чтобы петли все были одинаковыми, потому что от этого зависит красота нашего готового изделия. Следующая петелька.
Так. Так, вот пришила одну сторону. Можно вот эти узелочки вот так вот связать. Смотрите, мне хватило этой ниточки, которую я оставляла, прям впритык. Вот такой маленький хвостик остался. Поэтому рассчитывайте, что метр это минимум нужно будет. Так, связала таким узелочком, чтобы его было не особо видно. И потом спрячу внутрь и заправлю хвостики. Так, осталось пришить вторую сторону. Смотрите, еще хотела сказать, что можно, конечно, пришить иголкой, но видите, вот край вот этот такой какой-то немножко неаккуратный, он будет виден, если вы пришьете иголкой. Я захотела сделать именно вот такой край в виде косички, потому что у меня вся сумка, вот она вся везде ровненькая, нет никаких вот таких вот краев необработанных. Здесь косичка, ручки тоже ровненькие. Поэтому мне показалось, что такая обработка, она просто вот не вписывалась бы, да, в общий вид изделия, так скажем. Ну вот что у меня получилось. Я убрала все хвостики, закрепила свою бирочку. И, по-моему, так сумочка выглядит гораздо стильнее, чем в начале. Так, еще смотрите, по поводу узора. У меня донышко связано таким же узорчиком, то есть они как бы перекликаются. Вот. Ну что ж, на этом у меня все. Если вам был полезен мой мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!